Всем привет! Меня зовут Савирша, и это история о том, как справляют Рождество в Дании. Вот с чем у вас ассоциируется слово Рождество? Среднестатистический россиянин бы сказал. Это когда люди идут в церковь, по телеку крутят богослужения. Что еще? В Дании же Рождество ждут с нетерпением. Ура! Сегодня станет Юль! Геуа! Юлитре! Клементина! Ляк! Фамилия Хюге! Это как все в России ждут Нового года. Ура! Скоро Новый год! Подарки! Ёлка! Мандарины! Оливье! Телевизор! Где из года в год показывают Пугачёва да Галкина. Hello, darkness, my old friend. Действительно, Рождество у нас не так широко празднуется, если не брать в счет православных. А причина очень проста. Новый год празднуется раньше, чем православное Рождество. В Рождество, как правило, мы доедаем то, что осталось от Нового года, и отходим от сушняка. А в Дании любят Рождество. И не потому, что все фанатики. Здесь этот праздник воспринимается как традиция, а не как день рождения Иисуса Христа. Рождество здесь скорее не религиозный, а уютный и семейный праздник. В России все же масштабнее празднуется Новый год. Новый год. Что это? Хороший повод выпить, посмотреть новогодние комедии и загадать заветное желание. Ведь именно в Новый год все желания сбываются. А чтобы пожелание уж точно исполнилось, надо во время боя курантов написать его на листочке, сжечь бумажку вместе с домом и Пепе бросить в стакан шампанского. И вуаля! Все записанное обязательно сбудется. О наших традициях известно многим. А какие рождественские традиции есть в Дании? Сейчас мы и узнаем. Во многих странах Рождество проводится 25 декабря. Дети рано встают утром и бегут к елке, чтобы искать подарки. Но в Дании Рождество проводится вечером 24 декабря. Действительно, какой смысл ждать ночь, если можно открыть подарки накануне? Датчане настолько не могут дождаться этого праздника, что они готовятся за 2 месяца и отсчитывают каждый день до его наступления. Правда, в таком случае кажется, что время летит медленно. Вот ждешь и ждешь какого-то события, считаешь дни, минуты, секунды, и все кажется, что это событие никогда не наступит. Это и на руку. Рождество же светлый праздник, и денечки перед ним наполнены любовью, счастьем и, самое главное, ожиданием чуда. Один из способов отсчета дней до наступления Рождества – свеча. Да-да, не удивляйтесь, свеча. Датчане, ох, какие любители уюта! В их интерьере можно часто заметить некоторые детали, которые помогают сделать обстановку более приятной и уютной. Плед – это уют. Берем. Чашка какао – это тоже уют. Берем. Свечи. Они дают бархатный и приятный свет. Это тоже уют. Берем. Свечи – одни из главных составляющих датского уюта. И неудивительно, что сжигание свечей – одна из главных рождественских традиций. Есть свечи, сжигая которые ты в прямом смысле сжигаешь дни до наступления Рождества. Согласитесь, приятно становится на душе, когда маленькая свечка греет тебя бархатным светом в зимний вечер. Еще один способ создать рождественское настроение – это рождественский календарь. Он выглядит как большая коробка с 24 ячейками, где в каждой из них находится что-то приятное, например, конфетка. И вот каждый день получаешь по гостинцу, который дарит радость в холодный декабрьский день. И да, как правило, рождественский календарь предназначен для детей. Я капитан! Да, у датчан есть лакричные конфеты в виде трубки, и они их обожают. Также имеются разные версии рождественского календаря и для взрослых. Например, я обещала моему сокурснику научить его
русскому мату в качестве рождественского подарка. Поэтому я наделала несколько карточек с отборными красными словцами и отдавала ему почти каждый день до наступления Рождества. Честно, это самое странное, что я делала в моей жизни. Сначала я не очень хотела упоминать этот пункт, но когда об этом узнали мои датские друзья, их реакция была такова. О, по поводу! TV julekalender er den vigtigste del ved julen. Du kan godt tage juletræ, julemænd fra os, men vi skal have vores TV julekalender. Bedste! ТВ-календарь – это сериал, показывающийся по эпизоду в день до наступления Рождества. А сюжет из года в год один и тот же. Рождество в опасности. И именно дети способны его спасти. Все это должно происходить в сопровождении снега и Нисы, маленьких существ, которые носят красные колпачки и творят всякие пакости. Ну, прям как ты, когда напиваешься в синьку. Давайте сначала разберемся, кто такая Санта-Лючия. Легенда гласит, что это была сицилийская девушка, которая помогала бедным. Ее имя на латыни означает «свет», и чтобы соответствовать своему имени, она носила венок со свечами на голове. Как говорится, носила свет людям. Ха-ха, поняли каламбур, ха? В этот день девочек наряжают в белые платья, выпинывают шествовать и петь песни. Рождественский ужин проводится не только в кругу семьи 24 и 25 декабря, но и в течение всего декабря в кругу друзей и коллег. Это отличный шанс увидеть, как твой серьезный и ответственный коллега вдруг отплясывает под Бибера, и потом, как он на следующий день делает вид, как будто ничего и не произошло. Один мой преподаватель поведал мне, что когда он жил в Швеции, то рождественский ужин был ужином, в то время как в Дании это, скорее всего, рождественская пьянка. Но все-таки в Дании еда имеет место на рождественском ужине. Как и на православное Рождество, здесь едят утку, но также в рождественское меню входит глинтвейн, свиное жаркое, соус, картофель, картофель в сахаре, красная капуста, рисовый десерт. С последним, кстати, связана одна традиция. В миску с рисовым десертом кладется целый миндаль, и тот, кто его найдет, почувствует, получает целый подарок. Но есть и другие забавы на рождественском ужине, такие как... Игра с подарками – это игра, где все друг друга ненавидят. Особенно везунчиков. Основные правила таковы. Каждый участник приносит как минимум один подарок. Это не должно быть что-то дорогое. Выбирается ведущий, который ставит таймер на определенное время. Берутся кости, и все кидают по очереди. Тот, у кого выпало 6, имеет право забрать подарок из центра стола. Когда все подарки на столе закончились, игра продолжается в жарком темпе. Тот, у кого выпадает 6, должен забрать подарок у другого. И так игра продолжается, пока время не истечет. Есть, правда, версия для более политкорректных, где все любят друг друга и дарят радость. Но она и скучнее. Каждый получает по одному подарку и бросает кости. Тот, у кого выпало 6, должен не просто взять подарок. Нет, а должен поменяться с кем-то подарком, чтобы у каждого игрока было что-то при себе. На этом все. С вами была Сабирша. До скорой встречи. Ёперный театр, ну что ж ты наделала, а? Смысл рождественского календаря в том, чтобы открывать ячейки изо дня в день.